Когда мы говорим «Древняя Греция», в голове сразу всплывают храмы, философы и воины в доспехах. Но на самом деле все началось гораздо раньше, за много столетий до появления Афин и Спарты. Первая глава истории Греции скрыта в тумане Бронзового века, когда на островах и материке возникли две загадочные цивилизации – Минойская и Микенская. На острове Крит примерно в начале 3-го тысячелетия до нашей эры зарождается Минойская цивилизация. Ее жители строили сложные дворцы с множеством комнат, причудливыми коридорами и системами водоснабжения, которые впечатляют даже современных архитекторов. Самым знаменитым стал дворец в Кноссе, огромное сооружение, украшенное фресками с изображениями танцев, морских существ и ритуалов. В отличие от более поздних греков, минойцы не обожествляли героев или богов войны. В центре их культуры была женщина, богиня, связанная с природой и плодородием. Около XVI века до нашей эры на материке поднимается другая сила – Микенская цивилизация. Она названа по главному городу Микены, где археологи нашли крепости, гробницы в виде куполов и золотые маски, напоминающие сказки. В отличие от минойцев, микенцы были воинами, они создавали письменность, называли ее линейное письмо «Б» и поклонялись богам, которые позднее перейдут в пантеон классической Греции – Зевс, Посейдон, Арес. Что интересно, микенцы захватили Крит, переняв многое у минойцев, но при этом сохранили свою воинскую культуру. Их корабли бороздили Эгейское море, они воевали, торговали и строили укрепленные города. Но примерно в XII веке до нашей эры все резко закончилось. Цивилизации исчезли, дворцы были разрушены, письменность забыта, никто точно не знает почему. Версий много, от вторжений до природных катастроф. Но после этого начался странный и пугающий период. После исчезновения микенцев наступил один из самых загадочных и мрачных периодов греческой истории, так называемые «темные века». С XII по VIII век до нашей эры греки словно исчезают с исторической сцены. Археологи находят меньше следов цивилизации, исчезает письменность, распадается торговля, люди покидают города и возвращаются к жизни в простых деревнях. Нет больше монументальных дворцов. Вместо этого глиняные хижины, ручной труд, ограниченные ресурсы. Все, что было накоплено предыдущими культурами, кажется стерто. Самое тревожное – полное исчезновение письменности. Те самые линейные письмена, которыми пользовались микенцы, больше не встречаются. Люди забыли, как писать и читать. Это похоже на коллективную амнезию. Но именно в этот период закладываются основы того, что позже станет древнегреческой культурой. Люди начинают объединяться в небольшие сообщества, которые станут прототипами будущих полисов. Начинается восстановление ремесел, появляется новое оружие и снаряжение из железа, более доступного, чем бронза. Греки начинают заново изобретать самих себя. В этой темноте начинают пробиваться первые огоньки. Примерно в VIII веке до нашей эры снова появляется письменность, на этот раз заимствованная у финикийцев. Именно тогда возникает греческий алфавит, который позже даст начало и латинскому. В это же время появляются первые героические сказания, те самые, которые станут эпосами Гомера. А пока в тени прошлого начинает формироваться новая реальность, после тьмы — новый рассвет. В течение VIII и VII веков до нашей эры по всей территории Эгейского мира начинают возникать уникальные политические образования — полисы. Это были не просто города. Полис — это сообщество граждан, связанное не только территорией, но и культурой, законами и общей идентичностью. Каждый полис был самостоятелен. Не было единой Греции как страны. Афины, Спарта, Коринф, Дельфы, Родос — все они имели собственные законы, собственные армии и даже валюту. Объединяло их общее происхождение, язык, религия и Олимпийские игры. Полисы строились вокруг агоры, центральной площади, где шли собрания, торговля, суды и праздники. Вокруг агоры росли дома, храмы, мастерские. В центре каждого полиса находился Акрополь, укрепленная возвышенность, где укрывались во время войн. Интересно, что именно в этих условиях рождаются основы демократии, философии, архитектуры. Но и конфликты между полисами были частыми. Каждый город стремился к влиянию, и это часто приводило к войнам. Но именно конкуренция между ними стала катализатором для бурного развития. Греки не замыкались внутри. Они колонизировали берега Малой Азии, юг Италии, основали сотни новых городов. И среди этих полисов одна сила скоро выйдет вперед.
В южной части Пелопоннеса сформировался один из самых необычных и пугающих городов древнего мира – Спарта. Здесь все было подчинено военной дисциплине. Спартанцы превратили свое общество в настоящую военную машину. Жизнь каждого мужчины с рождения до смерти была подготовкой к войне. Мальчиков отрывали от семьи в 7 лет и отдавали в систему обучения – агоги. Их учили выносливости, боли, сражению, выживанию. Спартанцы ели мало, спали на жестких постелях и учились молчать. Девочек тоже готовили к будущему, к рождению здоровых воинов. Женщины в Спарте имели больше свободы, чем где-либо еще в Греции. Они могли владеть землей и заниматься спортом. В Спарте не было стен. Считалось, что стены города — это его воины. Общество делилось на касты: граждане-спартиаты, полноправные воины, периеки, свободные, но не граждане, и илоты, порабощенные жители Лаконии, которые обрабатывали землю. Спартанцы презирали роскошь, искусство, философию, главное — долг и дисциплина. Ну что, увлеклись историей Древней Греции? Если хотите больше таких захватывающих рассказов, не забудьте подписаться на наш канал. А если вы хотите поддержать наше творчество, у нас есть специальная ссылка в описании и QR-код на экране. Как настоящие спартанцы, пусть ваше сердце будет щедрым. И при этом они создали одну из самых эффективных армий своего времени. Страх перед Спартой был настолько велик, что многие города предпочитали подчинение, лишь бы не вступать в бой. Но в другом полюсе формировалась совершенно иная цивилизация. Пока Спарта превращалась в символ дисциплины и силы, Афины шли другим путем. Здесь развивалась торговля, культура, наука и, в конечном итоге, демократия. Расположенные на побережье Аттики, Афины быстро превратились в важный морской узел. Гавань-Пирей стала одним из крупнейших портов Средиземноморья. В отличие от Спарты, афиняне ценили красоту, речь, искусство. Здесь бурно развивалась архитектура, театр, поэзия. Афиняне создавали школы, обсуждали политику на агоре и постепенно начали реформировать систему власти. Постепенно власть аристократов уступила место более широкому участию граждан. Этому способствовали реформы Солона и Клисфена, которые заложили основы афинской демократии. Афиняне не были пацифистами, у них была сильная армия и особенно мощный флот. Они расширяли свое влияние, создавали союзы и одновременно строили храмы, обсуждали философию и учили детей оратории. В городе все больше появлялось знаков будущей золотой эпохи. Но мирное развитие вскоре столкнется с мощной угрозой с востока. История великой борьбы начинается не в Афинах и не в Спарте. Ее первой искрой стала Иония, область на побережье Малой Азии, где с 8 века до нашей эры возникли десятки процветающих греческих городов. Эти города были богаты, торговали, развивали науку и культуру, но оказались под властью персидской державы. И вот в один момент они решили восстать. Около конца VI века до нашей эры ионийцы поднимают мятеж. Центром восстания стал город Милет. Они надеялись, что независимость можно вернуть быстро, особенно если привлечь помощь материковых греков. Афины и Эретрия откликнулись. Их корабли высадили войска, которые даже сожгли столицу одной из персидских сатрапий, город Сарды. Но Персия не простила. Дарий I, великий царь, был в ярости. Он подавил восстание с ужасающей жестокостью. Милет был разрушен, его жители убиты или обращены в рабство. Греки впервые увидели, с кем имеют дело. Величина Персидской империи, ее армия и богатство пугали. Но именно это поражение стало началом великого конфликта. Дарий поклялся отомстить Афинам. Он приказал одному из своих слуг каждый день напоминать ему: «Господин, помни об афинянах». И уже совсем скоро греки столкнутся с мощью Востока лицом к лицу. Персидские войны стали временем, когда маленькие города бросили вызов великой империи. Дарий собрал армию и флот, чтобы наказать Афины и их союзников. В начале V века до нашей эры его войска высадились у залива Марафон, где их встретило афинское войско. Казалось бы, у персов численное превосходство, но греки знали свое поле и верили в себя. Сражение при Марафоне стало легендой. Афиняне одержали невероятную победу, разгромив врага и вынудив его отступить. Именно отсюда родился миф о герое, пробежавшем всю дорогу до Афин, чтобы сообщить о победе, и умершем от истощения. После этого Персия не отступила, наоборот, подготовка к новому вторжению шла на всех уровнях. Через 10 лет уже при царе Ксерксе персы вернулись. На этот раз все было куда масштабнее. Мосты через проливы, армия в сотни тысяч воинов, флот из сотен кораблей. Греки поняли,
Или они объединятся, или падут поодиночке. Сражения при Фермопилах, Саламине и Платеях стали решающими. Герои, как Леонид и Фемистокл, вошли в историю. Спарта, Афины и другие полисы объединились перед лицом общей угрозы, и персидский натиск был остановлен. Европа не пала, греки победили. И на фоне этой победы начинается рассвет великой эпохи. После отражения персидской угрозы Афины вошли в Золотой век, время расцвета культуры, архитектуры, философии и демократии. Во главе города встал Перикл, харизматичный лидер, стратег, оратор, который сумел превратить Афины в культурную и политическую столицу всего греческого мира. Сборы союзников по Делосскому союзу теперь стекались в Афины. На эти средства строились храмы, порты, театры. Самым ярким символом стал Парфенон, величественный храм на Акрополе, посвященный богине Афине. Афины стали местом, где каждый свободный гражданин мог участвовать в управлении городом. Это было не просто государство, это был эксперимент в том, как может работать власть народа. Появляются школы философии, развивается театр, комедии и трагедии собирают толпы. Скульпторы создают мраморные образы, которые до сих пор считаются эталоном красоты. Экономика растет. Афины полны ремесленников, торговцев, мыслителей. Здесь рождается то, что позже назовут основами западной цивилизации. Но этот расцвет скрывал и напряжение. Растущая власть Афин не устраивала многих других полисов, особенно Спарту. И хотя внешних врагов удалось остановить, внутри Греции все шло к новому разрушительному конфликту. Афинская демократия стала уникальным явлением в древнем мире. В отличие от монархии и аристократии, здесь власть принадлежала гражданам, свободным мужчинам, родившимся в Афинах. Они принимали участие в собраниях, голосовали за законы, выбирали должностных лиц и даже имели право на изгнание опасных политиков. Перикл стал символом этой демократии. Он ввел оплату за участие в политической жизни, чтобы и бедные могли участвовать в собраниях. Создал систему жребия для распределения должностей, чтобы власть не сосредотачивалась в руках немногих. Аресты, суды, обсуждения – все это происходило на глазах у всех, открыто, без тайных сговоров. Но демократия имела и свои ограничения. Женщины, рабы и метеки, иностранцы, жившие в Афинах, были лишены прав. Это была демократия не для всех. Тем не менее, по меркам древнего мира это был революционный подход к власти. Афины стали политической школой. Здесь обсуждали природу власти, справедливости, свободы. Именно на этих дебатах позже вырастут идеи, которые будут жить тысячи лет. Но в условиях свободы и активной политики все чаще возникали конфликты, споры и разделения. И в этой среде рождается нечто новое, голос, который начнет задавать совсем другие вопросы. На фоне расцвета Афин появляются люди, которые начинают задаваться вопросами, выходящими за рамки мифов и традиций. Они ищут истину не в воле богов, а в природе вещей, логике, рассуждении. Так в Греции рождается философия, любовь к мудрости. Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Демокрит – все они ищут ответы о строении мира. Кто-то считает, что все состоит из воды, кто-то говорит о первичности огня, кто-то вводит понятие атома. Но настоящая революция происходит в Афинах, где появляются три фигуры, определившие судьбу всей западной мысли – Сократ, Платон и Аристотель. Сократ не писал книг, он задавал вопросы. Его метод – диалог. Он ставил собеседника в тупик, вынуждая думать. Платон записал его идеи и создал первую философскую академию. Аристотель стал универсальным мыслителем. Логика, этика, политика, биология – все это он изучал системно и последовательно. Философия стала не просто наукой, она стала способом думать. Впервые человек начал искать истину не в мифах, а в аргументах. Это был перелом. Но такие идеи вызывали и страх, и злобу. Сократа в итоге приговорили к смерти. Но мысль уже вырвалась на свободу. И пока философы вели споры, на другом уровне формировалась другая сила. Тоже результат человеческого стремления к высшему. Пока философы вели споры, ремесленники, архитекторы и художники создавали образы, которые переживут века. Искусство в Древней Греции стало не просто отражением вкусов. Оно стало языком, через который говорили с богами, с обществом, с будущими поколениями. Одним из величайших достижений греческой культуры стала архитектура. Дорические, ионические и коринфские колонны стали не просто элементом конструкции, они стали эстетическим каноном. Храмы возводились не только ради обрядов, но и как воплощение гармонии, симметрии, математического порядка. Парфенон – венец этой архитектурной мысли, символ золотого века Афин.
Скульптура тоже претерпела эволюцию. От грубых форм архаического периода к идеализированным, но анатомически точным изображениям классической эпохи. Скульпторы, как Фидий и Поликлет, изучали тело, стремились передать движение, эмоции, характер. Их статуи не просто изображали, они вдохновляли. Развивался и театр. В Афинах на праздниках в честь Диониса разыгрывались трагедии и комедии, собирающие тысячи зрителей. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан — их пьесы затрагивали политику, мораль, религию, страх, любовь, смех. Театр был не развлечением, а частью общественной жизни. И все это создавалось в полисе, где процветала демократия, спорили философы и шла оживленная политическая жизнь. Искусство было не фоном, а ядром культуры, но за пределами храмов и театров существовала другая, куда более обыденная, но не менее важная жизнь. Древняя Греция — это не только герои, храмы и философы. Это еще и миллионы простых людей, чья повседневная жизнь наполняла улицы полисов. И именно их быт раскрывает, чем была Греция на самом деле. Типичный грек жил в скромном доме из глины и дерева. Домашний очаг был центром жилья, не только для приготовления еды, но и для общения. Мужчины рано уходили на рынок или в мастерские, женщины вели хозяйство, растили детей, готовили пищу. Хлеб, сыр, оливки и вино – основа повседневного рациона. Мясо ели редко, в основном во время праздников. Одежда была проста – туники, плащи, сандалии. Женщины носили длинные платья, часто украшенные вышивкой. Гигиена занимала важное место. Бани, масла, чистота одежды считались признаком воспитанности. Образование мальчики получали с раннего возраста – чтение, письмо, музыка, гимнастика. Девочки обучались домашним делам. Рабство было повсеместным. Рабы трудились в домах, на полях, в шахтах. Их жизнь часто была тяжелой, но они были основой экономики. Праздники и религиозные обряды объединяли людей. Жители собирались на массовые пиры, спортивные состязания, театральные постановки. И хотя жизнь была наполнена трудом и опасностями, в каждом полисе чувствовалась общность и принадлежность к великой культуре. Но за этим повседневным укладом стояла еще одна неотъемлемая часть жизни — вера. Вера в тех, кто, как казалось, управлял всем. Религия в Древней Греции была не догмой, а образом жизни. Боги присутствовали в каждом деле — в урожае, в море, в болезни, в победе на войне. Пантеон олимпийцев — Зевс, Афина, Посейдон, Артемида, Аполлон и другие — не были идеальными существами. Они ссорились, ревновали, помогали избранным и карали нарушителей. Их характеры были человечными и потому понятными. Каждый полис имел своего покровителя. Афины — богиню Афину, Спарта — Ареса, Делос — Аполлона. В их честь устраивались праздники, жертвоприношения, спортивные состязания. Храмы были не только религиозными центрами, но и хранилищами богатств и архивами. Оракулы играли важнейшую роль в политике. Самым известным был Дельфийский оракул. Пророчества Пифии воспринимались как руководство к действию. Даже правители шли туда за советом перед войнами или реформами. Греки верили и в мифы, рассказы о героях, чудовищах, испытаниях. Они учили, предостерегали, вдохновляли. Ахиллес, Геракл, Одиссей стали архетипами силы, ума, выносливости. Эти мифы были основой воспитания и культуры, но вера не мешала мышлению. Философы спорили с мифами, поэты и драматурги критиковали богов, народ осмысливал судьбу. Это был уникальный баланс почитания и сомнения. А между тем, за пределами акрополей и храмов росло богатство, мощь и влияние греков, но не только за счет войны. Древняя Греция была морской цивилизацией. Береговая линия, острова, удобные бухты — все способствовало тому, чтобы греки стали одними из лучших мореплавателей античности. И именно море открыло перед ними путь к процветанию. Торговля была жизненно важна. Из Малой Азии везли пряности и металлы, из Египта — зерно и папирус, из Сицилии — вино и оливковое масло. Греческие товары — керамика, ткань, оружие — расходились по всему Средиземноморью. В портах кипела жизнь, шли сделки, строились корабли, военно-морской флот стал ключом к господству. Афиняне разработали трирему — легкий, быстрый и смертоносный боевой корабль с 3 рядами весел. Именно флот позволил Афинам выиграть у Персии при Саламине и держать влияние над союзниками в Эгейском море. Море связывало греков между собой. Через него распространялись идеи, технологии, законы. Морские пути стали артериями культуры и власти. Греки основали колонии в Южной Италии, Северной Африке, даже на побережье Испании.
Но именно из-за этой морской экспансии и экономического роста Афин началось недовольство среди других полисов. Особенно среди тех, кто чувствовал, что Афины становятся слишком сильными. И это недовольство вскоре превратилось в открытую вражду. Самая разрушительная война в истории Греции началась в V веке до нашей эры – Пелопоннесская война. Это был конфликт между двумя мирами – морскими Афинами и сухопутной Спартой. Но, по сути, это была борьба за доминирование в греческом мире. Война длилась почти 3 десятилетия. Она была изнуряющей, переменчивой, коварной. Афины потеряли преимущество из-за чумы, которая унесла тысячи жизней, включая Перикла. Спарта же заручилась поддержкой Персии, что изменило баланс сил. Битвы шли на суше и на море, осады, предательства, измены. Весь полисный мир оказался втянут в кровавую воронку. Демократия в Афинах пошатнулась, начались внутренние конфликты. Спарта в конце концов взяла верх, разрушила стены Афин и навязала свою власть. Но победа оказалась пирровой. Оба лагеря ослабли, греческий мир истощен, экономика разрушена, доверие между полисами исчезло. Это был конец Золотого века. На обломках старой Греции начнет подниматься новая, совсем иная сила. После окончания Пелопоннесской войны греческий мир уже никогда не стал прежним. Победа Спарты не принесла ей славы. Напротив, она быстро начала терять контроль. Афины восстановились удивительно быстро. Другие полисы тоже не желали больше подчиняться. Союзы распадались, начинались новые конфликты, короткие перемирия сменялись новыми войнами. Внутри полисов все чаще вспыхивали гражданские стычки, экономические проблемы росли, торговля снижалась. Греция из центра мощи превратилась в арену бесконечных раздоров. Даже мощная Спарта не выдержала. Потеряла былую военную дисциплину, столкнулась с мятежами, ее союзники отвернулись от нее. В IV веке до нашей эры центр силы начал смещаться. Новые игроки выходили на арену – Фивы, Родос, Коринф, но ни один из них не мог объединить всех. Былая слава превращалась в воспоминания. То, что когда-то сделало Грецию великой, ее независимость, автономность полисов, теперь стало слабостью. Никто не ожидал, что на севере, в регионе, считавшемся полудиким, вырастет новый лидер. Но именно там, среди гор и равнин, начал набирать силу царь, который вскоре перевернет историю Эллады. Македония долгое время считалась варварским окраинным регионом. Но царь Филипп II изменил все. Он реформировал армию, ввел фалангу с длинными копьями, с ариссами, укрепил дисциплину и начал активно вмешиваться в дела греческих полисов. Филипп умело играл на противоречиях между городами, предлагая одним союз другим угрозы. Его армия была не только многочисленной, но и технически продвинутой. В сражении при Херонее в конце IV века до нашей эры объединенные силы Афин и Фив были сокрушены. Филипп создал Коринфский союз, формальное объединение греков под своей властью. На словах это был союз равных, на деле это была потеря самостоятельности. Полисы все еще имели автономию, но теперь должны были следовать решениям македонского царя. Однако греки быстро поняли, что Филипп — это только начало. Его сын, юноша с острым умом и военным гением, готовился к походу, который превзойдет все, что делали греки раньше. И имя его будет знать весь мир. Когда Александр, сын Филиппа, взошел на трон, греки еще не осознавали масштаб предстоящих перемен. Он был воспитан Аристотелем, знал Илиаду наизусть, мечтал о подвигах Ахилла, но действовал как стратег, а не как поэт. Его цель — Персия. И с этой целью он объединил греческие силы и повел их на восток. Поход Александра Великого был не просто военной кампанией, это было завоевание мира. Он уничтожил Персидскую империю, прошел через Египет, Месопотамию, Персию и дошел до Индии. В каждом месте он оставлял гарнизоны, основывал города, распространял греческую культуру. Возникла идея эллинизма, смешения греческих и восточных традиций. Для самих греков это означало одно — конец независимости. Да, полисы существовали, но они больше не были свободны. Все ключевые решения принимались теперь либо в македонской столице, либо в резиденциях сатрапов и наместников. Старый мир, где Афины и Спарта могли вести самостоятельную политику, ушел в прошлое. После смерти Александра все усложнилось еще больше. Его полководцы разделили империю, начались междоусобные войны, но греческое влияние уже проникло в Египет, Сирию, Месопотамию. Оно стало не политическим, а культурным. После смерти Александра началась новая эпоха, эллинистическая. Греческая культура распространилась на огромные территории, от Балкан до Индии.
Но это была уже не та Греция, что раньше. Теперь эллинизм — это гибрид: греческий язык, восточные боги, смешанные армии и общество. В Египте возникла династия Птолемеев, в Сирии — селевкиды, в Македонии — антигониды. Все они правили, опираясь на греков, но уже как царство, а не как полисы. Александрия в Египте стала новым центром науки и искусства. Там работала знаменитая библиотека. Ученые создавали астрономические теории, географические карты, медицинские трактаты. Но, несмотря на внешнее величие, политическая раздробленность усиливалась. Полисы постепенно теряли значимость. Рим, набирающий силу на Западе, начал вмешиваться в дела греков, сначала как союзник, потом как хозяин. Последний акт наступит в середине II века до нашей эры, когда Греция официально станет частью римской провинции. Эллинизм не исчез, он растворился в империи, став ее духовной основой. Но след греков не стерся. Он остался в языке, в архитектуре, в философии, в науке. И даже спустя тысячелетия Древняя Греция исчезла как политическая сила, но ее дух пережил века. Все, что они создали — идеи, искусство, формы мышления — стало фундаментом западной цивилизации. Демократия, философия, логика, театральное искусство, спортивные состязания, архитектурные каноны — все это берет начало в полисах Эллады. Греческий язык стал международным языком культуры, науки и торговли еще во времена эллинизма. Именно на нем написаны труды Платона и Аристотеля, трагедии Софокла, Евангелие Нового Завета. По всей Европе возводили здания, вдохновленные Парфеноном. Даже сама идея гражданства, свободы слова и участия в политике — это наследие афинской демократии. Когда в эпоху Возрождения Европа начала возвращаться к античным источникам, именно Греция стала символом идеала. И по сей день греческие идеи живут в университетах, парламентских системах, юридических терминах, языке медицины и философии. Греки дали нам не просто культуру, они задали направление, в котором развивался мир. И хотя их полисы давно исчезли с карты, влияние этой маленькой, но великой цивилизации чувствуется в каждом уголке современной жизни. Именно с них все и началось. В центре Римского форума, скрытого от посторонних глаз, археологи обнаружили таинственную структуру, которую считали разрушенной веками. В 1999 году группа исследователей под руководством профессора Марко Феррера начала раскопки, и вскоре перед ними предстала неразгаданная загадка Древнего Рима. Стены, украшенные фресками, изображавшими божеств, и глубоко встроенные в землю массивные колонны, бросали вызов всему, что знали ученые о Римской империи. Каменные плиты, покрытые мхом, указывали на то, что это место когда-то было центром религиозных обрядов. Более 100 лет ученые полагали, что Римский форум был просто политическим и общественным центром, но эта находка бросила свет на его духовное значение. Исследователи обнаружили, что в этом месте происходили жертвоприношения, посвященные богам, что ставило под сомнение привычные представления о римской культуре. Внимание привлекла также одна из фресок, изображающая загадочную фигуру, держащую в руках свиток и указывающую на звезды. Это открытие натолкнуло ученых на мысль о возможной связи Римского форума с астрономией и древними предсказаниями. Учитывая важность астрономии для римлян, особенно в контексте сельского хозяйства и навигации, это открытие стало настоящим прорывом. Находка вызвала большой интерес не только среди ученых, но и у любителей истории. Люди стали задаваться вопросами: какую роль играл Римский форум в жизни Древнего Рима? Какие ритуалы проводились здесь и как они повлияли на будущее империи? Исследования продолжались, и каждый новый факт открывал все больше тайн. С каждым днем раскопок становилось все очевиднее, что Римский форум был не просто политическим центром, но и местом, где пересекались культура, религия и наука. Археологи обнаружили остатки древних инструментов, использовавшихся для измерений, что позволило предположить, что форум мог служить не только местом для собраний, но и астрономической обсерваторией. Взгляд на форум менялся. Профессор Феррер заявил, что эти находки могут изменить наше понимание римской истории. «Мы стоим на пороге нового открытия, которое может осветить тьму, окутывающую многие аспекты римской культуры», сказал он на пресс-конференции. Слухи о загадочном свитке и его возможном содержимом стали разлетаться по всему Риму, привлекая внимание как историков, так и искателей приключений. Становилось ясно, что Римский форум хранил в себе не только тайны прошлого, но и ключи к пониманию самого Рима, его мифов и легенд.
Каждая находка была как кусочек мозаики, который, когда объединялся с другими, создавал целостную картину древней цивилизации, оставившей неизгладимый след в истории человечества. Углубление в эту загадку предвещало начало нового этапа в изучении древнего мира, и исследования продолжались. В это время на раскопках Римского форума обострился конфликт между двумя ведущими археологическими группами. Одна из них, возглавляемая профессором Феррером, придерживалась мнения, что обнаруженные артефакты прямо связаны с мифами о Ромуле и Реме. Другая группа, под руководством профессора Лауры Бенедикт, настаивала на том, что эти находки не имеют никакого отношения к легендам и следует искать их значение в более приземленных аспектах повседневной жизни римлян. В один из дней во время раскопок Феррер наткнулся на сферический объект, который оказался древним мраморным шаром с изображениями, символизирующими братьев-основателей. Это открытие на мгновение приостановило раскопки, все сосредоточились на этой находке. Шар внезапно стал центром обсуждений, и каждый искал в нем подтверждение своей теории. Феррер считал, что этот артефакт может быть связан с праздником, посвященным Ромулу и Реме, который отмечался в Древнем Риме. Он настаивал на том, что такие ритуалы могли бы объяснить важность форума как место, где пересекались мифология, культ предков и общественная жизнь. Лаура, в свою очередь, утверждала, что шар не имеет никакого отношения к братьям и что его истинное назначение следует искать в практике торговли или сельского хозяйства. Конфликт между учеными накалялся. На следующий день Лаура вместе с несколькими помощниками решили провести независимое исследование, чтобы попытаться разоблачить теорию Феррера. Они начали изучать другие найденные артефакты, надеясь найти доказательства, которые могли бы опровергнуть его утверждения. В их распоряжении оказалась старая карта форума, на которой обозначены различные постройки и святилища. Это стало их опорной точкой. Каждое новое открытие порождало споры. В результате раскопок была обнаружена древняя керамика с изображениями, которые могли бы быть связаны с ритуалами поклонения богам, однако Феррер настаивал, что это лишь подтверждает его теорию о связи с братьями. Все больше людей в Риме начали следить за конфликтом, и раскопки привлекали внимание местных СМИ. В это время на горизонте появился новый игрок, финансист, заинтересованный в истории Рима. Его звали Луций Клавдий. Он предложил поддержать раскопки, если обе группы объединят усилия и представят совместный отчет о своих находках. Это предложение вызвало бурю эмоций. Бенедикт и Феррер были вынуждены обдумать возможность совместной работы, что ставило под угрозу их научные амбиции. Тем временем в Римском форуме начались странные события. Рабочие сообщали о таинственных звуках, доносившихся из глубин раскопов, и о том, что в некоторых местах находили загадочные надписи, не поддающиеся расшифровке. Лаура и Феррер начали осознавать, что их спор отвлекает от настоящих загадок, которые могли бы изменить их представление об истории Рима. Каждый новый день на раскопках становился все более напряженным. Ученые начали ощущать, что идут по следам чего-то большего, чем просто мифы о Ромуле и Реме. Они стояли на пороге открытия, способного изменить все, что они знали о Риме и его основателях. Неожиданное открытие в Римском форуме привлекло внимание не только археологов, но и местных жителей, которые начали активно обсуждать возможные связи с Помпеями и вулканом Везувий. В этом историческом контексте разговоры об угрозе, которую представлял Везувий, вновь стали актуальными. В Риме растут опасения, что незаконченные раскопки могут пробудить силы, которые лучше оставить в покое. Внезапно профессор Феррер получил сообщение от коллеги, работающего в Помпеях. Он сообщал, что в одном из домов, уцелевших от извержения, исследователи нашли фреску, изображающую сцену, аналогичную той, что была на мраморном шаре, найденном в Римском форуме. Это открытие дало новый импульс для исследований и вызвало бурную дискуссию. Бенедикт предложила выезд в Помпеи, чтобы детально изучить фреску и установить взаимосвязь между двумя находками. Пока ученые готовились к поездке, в Римском форуме начали происходить странные события. Рабочие отмечали, что по ночам слышались таинственные звуки, и кто-то из них даже утверждал, что видел нечто подобное теням, движущимся среди раскопок. Это добавляло напряжения в уже и без того накаленную атмосферу. Лаура и Феррер начали задумываться, не стали ли они жертвами каких-то древних проклятий. В Помпеях они встретились с коллегами и направились к дому, где была найдена фреска. Как только они вошли внутрь, атмосфера изменилась.
Фреска изображала братьев Ромула и Рема, но с необычной деталью. Над их головами висел огромный вулкан. Ученые сразу поняли, что эта деталь может иметь важное значение для их исследований. Феррер предположил, что изображение может быть связано с предсказаниями о катастрофах, исходящих от Везувия, которые могли бы повлиять на политическую и социальную жизнь Рима. Однако Бенедикт, испытывая недовольство теорией Феррера, настаивала на том, что фреска должна интерпретироваться как социальный комментарий о борьбе между братьями за власть, а связь с Везувием — это лишь совпадение. Напряжение между учеными возросло. В это время к ним подошел местный гид, который рассказал о легенде, согласно которой Везувий был стражем, защищавшим Рим от врагов, но мог также стать его разрушителем, если римляне перестанут заботиться о божествах. Слухи о возможном проклятии вновь всплыли на поверхность, и группа решила провести ритуал, чтобы успокоить духи. Это предстояло сделать в самом сердце Помпей, и все согласились, хотя некоторые испытывали сомнения по этому поводу. Ритуал прошел, но отголоски таинственных событий не исчезли. После него рабочие заметили, что в доме, где находилась фреска, начали происходить необъяснимые вещи. Предметы перемещались, а воздух становился холоднее. Когда группа вернулась в Рим, их ожидало новое потрясение. Открыв один из найденных артефактов, они обнаружили сложный механизм, который, как полагали, был частью системы, контролировавшей поток воды из Везувия. Это открытие ставило под сомнение не только их исследования, но и понимание всей истории Рима. Углубившись в эту тайну, Феррер и Бенедикт начали осознавать, что их исследования могут привести к открытиям, которые изменят представление о Римской империи навсегда. Раскопки в Римском форуме приняли неожиданный оборот, когда Феррер и Бенедикт обнаружили механизм среди артефактов. Устройство, состоящее из сложной системы шестерен и трубок, сразу привлекло внимание. После нескольких дней анализа они пришли к выводу, что этот механизм использовался для управления системой орошения, применяемой римлянами для сельского хозяйства и обеспечения воды городских территорий. Однако дальнейшее исследование показало, что устройство также могло контролировать потоки воды с вулкана Везувий, что могло значительно повлиять на экосистему региона. Лаура предположила, что контроль за водными ресурсами был ключом к поддержанию власти Римской империи. Она отметила, что если этот механизм использовался для управления водами, его повреждение или уничтожение могло стать одной из причин упадка империи. Феррер согласился, добавив, что его использование могло быть связано с предательством среди римских лидеров, пытавшихся подорвать стабильность ради личных амбиций. Внезапно рабочие заметили, что старые надписи, найденные ранее, начали светиться при контакте с механизмом. Это открытие повергло исследователей в шок. Феррер и Бенедикт решили провести эксперименты, используя новое устройство. В процессе активации механизма произошли разрушительные последствия. Земля задрожала, и из глубин форума поднялся облачный столб пыли. Рабочие в панике бросились в рассыпную. Ученые осознали, что их открытия могут привести к катастрофическим последствиям. Феррер, поняв, что их действия могут вызвать разрушение, попытался остановить механизм, но было уже слишком поздно. Исследования пробудили скрытую силу, способную вызвать разрушение, сравнимое с трагедией Помпей. Совершенно неожиданно была обнаружена еще одна надпись, которая гласила «Вода — жизнь, но и смерть, если не знать меры». Эта фраза поставила их перед выбором — использовать механизм для восстановления порядка в Риме и контроля за водными ресурсами или уничтожить его, что может привести к необратимым последствиям. Конфликт между Феррером и Бенедикт достиг своего пика. Лаура настаивала на необходимости остановить механизм, чтобы предотвратить катастрофу. Феррер, в свою очередь, утверждал, что следует использовать его возможности для восстановления утраченной величия Рима и контроля над природными ресурсами. В атмосфере нарастающего напряжения ученые разделились на два лагеря. Каждый понимал, что их дальнейшие действия могут определить судьбу не только Римского форума, но и всей Римской империи. Кульминационный момент приближался, и выбор, который они сделают, может изменить ход истории. В тот момент, когда напряжение между Феррером и Бенедикт достигло предела, ученые приняли решение провести голосование о дальнейших действиях с механизмом. В зале разразился горячий спор. Бенедикт настаивала на немедленном отключении устройства, подчеркивая потенциальную угрозу, которую оно представляло. Она напоминала о разрушительной силе Везувия и о том, как неосторожное обращение с механизмом может привести к новой катастрофе.
Феррер же указывал на возможность использования устройства для улучшения управления ресурсами Рима, что могло бы восстановить утраченные позиции империи. В результате голосования большинство ученых выбрало сохранить механизм и протестировать его в контролируемых условиях. В это время в Римском форуме произошел новое землетрясение, и одно из сводов обрушилось. Паникующие рабочие начали покидать раскопки, и отголоски их криков раздавались в воздухе. Феррер и Бенедикт поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Попытавшись успокоить своих коллег, Феррер предложил провести одно последнее испытание. Он считал, что устройство могло не только управлять потоками воды, но и служить защитным механизмом от природных катастроф. Согласовав свои действия с оставшимися сторонниками, он активировал механизм. В тот момент, когда устройство заработало, Земля вдруг замерла, и в воздухе повисла тишина. Механизм начал работать, производя мощные потоки воды, которые орошали окрестности, останавливая возможные наводнения. В этом моменте группа поняла, что, возможно, они наконец нашли способ управления природными силами, которые всегда угрожали Риму. Однако это также ставило под вопрос, насколько безопасно было властвовать над такими мощными устройствами. Спустя несколько дней после успешного тестирования механизма группа вернулась в Рим, где их открытия быстро привлекли внимание властей. Правительство решило сохранить механизм и провести дальнейшие исследования, что позволило бы разработать систему управления водными ресурсами для всей империи. Как вам идея управлять природными силами, как древние римляне? Если наше творчество вас вдохновляет, не стесняйтесь поддержать проект. Ссылка в описании или QR-код на экране. Помните, даже самые мощные механизмы нуждаются в вашей помощи. Феррер и Бенедикт стали ключевыми фигурами в этом проекте. Наследие Рима продолжало жить через их исследования и находки. Их работа вдохновила новое поколение археологов и историков, которые начали изучать, как древние технологии можно применять в современном мире. Механизм Римского форума стал символом того, как знания и технологии прошлого могут помочь в решении современных проблем. Империя, которая когда-то казалась обреченной, начала восстановление благодаря нестандартным подходам и новым открытиям. В Риме вновь зазвучали песни о величии, и его наследие стало вдохновлять людей на поиск путей к гармонии с природой. Таким образом, Феррер и Бенедикт не только разгадали загадки прошлого, но и построили мост между историей и будущим, оставив след, который навсегда изменил представление о Римской империи и ее влиянии на современность.